Вот наше восхитительное поле. Помешала заранее, вот там уже все выкидываю. Ну, понятно. Вот, короче, один. Вот, единороги. Поэтому я решила взять хлоинского котика. Вот у меня на таком этапе сейчас кот. Всем большой-большой привет! И давайте же смотреть, что же у меня получилось. Итак, я в прошлый раз сделала первый ход и выбрала вот эту вот котяру. Думала, доводить ее до финиша или нет. Потом решила, что у меня эта кошечка попалась вот в желтой категории, вот, в желтой категории. А руки-то у меня кривые, как мы знаем, и я могу кинуть кубик так, что опять попаду на желтую категорию, и мне нечего будет шить. Поэтому я здесь вышла 400 с небольшим крестиков и остановилась. Знаете, что я сейчас смотрю? Ну тут не дошито. Думаю, что это у меня наряд такой кривой? Это я вчера вот здесь вот еще надо будет рыженьким пошить. Смотрите, морда какая. Ну, дурная. Здесь еще будут различные там эти тыковки, что-то там еще висели будет. Ножки вот я не дотягивалась. В общем, здесь еще больше 600 с чем-то крестиков здесь остается. Так что, если мне снова выпадет желтенькое, я смогу приличненько пошить. Еще здесь бэкстич будет, его по минимуму, но тем не менее здесь есть бэкстич. Ну что, давайте сделаем новый ход. Итак, я нахожусь вот здесь и попробую в этот раз как-то приличненько кинуть кубик. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Розовая категория. И отсюда берем. Я там помешала, как обычно, до. Северное сияние. Но я сразу скажу, что северного сияния у меня нигде нет. Поэтому сейчас выберу что-нибудь из розовой категории и принесу, покажу. У меня у соседей сейчас в гостях мастеры-ломастеры, поэтому, возможно, сейчас начнется опять сверление, поэтому я постараюсь вам быстренько оттараторить все, что я вам хочу сказать. Короче, в розовой категории у меня работа от 5 до 15 тысяч крестиков, их куча целая. Вот, но я сегодня возьму вот эту красотку. Я ее вечерочком возьму все-таки, а сейчас пока за бесплатно, задарма буду продвигать еще чуть-чуть дракончиков. Я хочу здесь, в этом месяце, в январе, максимально приблизиться к 4000 крестикам. Пока я только к 3000 приблизилась, и сегодня уже 25-е. Поэтому вот возьму в холостую до обеда, пошью их, а потом возьмусь уже за легкое и буду шить, наверное, ей платьишко. У нее здесь будет платьишко шикарное, а может быть, пойду вот здесь цветочки. Ну, это я по настроению вечерочком решу и покажу вам уже, наверное, завтрашним утром, что у меня получилось. Вы когда-нибудь вышивали в гамаке? Я вот периодически так делаю, сейчас столик еще, наверное, пододвину. И с такой простой вышивкой, в общем-то, я подумала, что самый кайф. Едет автобус, поэтому, наверное, шумно. Потому что вот с драконами, конечно, в гамаке не посидишь. Чуть-чуть вам показываю. Я тут продвинулась на 200 с небольшим крестиков. И видите, вот эти вот красненькие, вот там вот я протяжечки делаю. Это, конечно, утомительно. 200, да, с небольшим я вышла и отложу, и займусь, пожалуй, ходом в игре. Вот и Муся моя пришла в компанию. Значит, послеобеденное время в гамаке – это скорее больше про сиесту, чем про вышивку. Но мне ни в коем случае нельзя здесь засыпать, потому что моя кошечка просто прекрасная. Вот видите, там, где горшочек небольшой стоит и где провода, там можно маленькому наглому коту перепрыгнуть на другой балкон. Вот это вот здание, которое виднеется, это уже другое здание, соседнее. И моя распрекрасная Муся-Пуся, она раньше так не делала, потому что там тоже жил кот, и у него были сетки, видите, там крючки остались. Ну, наверное, не видно, но не важно. Хотя, может, и видно. И, значит, вот там была сетка, она не могла перепрыгнуть. А сейчас сетку сняли, она туда, значит, перепрыгивает. А тут пару дней назад я прихожу, буквально 3 секунды ее одну оставила, прихожу, ее нет, на балконе нет, а у соседей открыто окно на балкон. И моя красотка выходит вообще уже из квартиры соседей. То
так что спать мне нельзя. Значит, если возвращаться к вышивке, то, как вы видите, я решила двигаться в цветочек. Я бы вам показала сагу, я даже сейчас это попробую, но здесь дико отсвечивает все, видите? Отвратительно. Это я еще яркость настроила, но все равно как-то не особо помогает. Это одна из причин, почему я не сильно люблю вышивать на улице, а по бумаге все-таки, наверное, я не очень люблю вышивать по бумаге. Но такие примитивные нормально, там посмотрел и, в принципе, шпаришь. Можно не особо смотреть в эту сагу. Так что вот буду вышивать цветочек. Хочу сказать вам, что мастеры-ломастеры немножко нарушили мою сиесту. И пришли от моего соседа ко мне кое-что проверить на балкон. Надеюсь, что это все закончится хорошо. Не будем сейчас вдаваться в подробности. Там вопросы со сливами на балконах. Значит, я вышивала вот эту вот работу, вот эту вот чудесную ведьмочку. Посмотрите, какие тут восхитительные мыши потом будут. И успела я вышить следующее. Значит, пока еще не показала, я, естественно, буду здесь заменять и буквы, и дату. Ну, то есть 31-е, наверное, останется. Но я, наверное, поменяю все-таки. Мне привычнее 31-е, потом 10-е. Я понимаю, что в Америке по-другому, но в Аргентине, например, все-таки месяц ставят вторым чаще всего. И получилось у меня вот что. Такой цветочек у меня получился. Могла бы, конечно, и паука соединить с цветочком, но вот что-то не соединила. И остатком ниточки я пошила еще вот тут. Но там на самом деле был такой коротенький остаток. Я не рискнула прокладывать вот сюда, потому что хотела перехватить в нескольких местах. Вот просто одну протяженную линию я, конечно, не решусь оставить без закрепок. Вот. В общем, вот такая вот красавица получилась. И давайте буду кидать кубик. Значит, чтобы кинуть кубик, давайте я попробую. Так, вот оно, наше драгоценное поле. Вот оно там драгоценное. Я стою на вот этой вот клетке. И вот он мой кубик 4. 1, 2, 3, 4. Зеленая категория. Значит, я опять за кадром тщательно все вот тут вот помешала предварительно. И сердца. Что я не помню ни одного своего процесса, чтобы там было какое-нибудь сердечко. Ну, пойду посмотрю свои зеленые процессы и принесу вам либо сердце, либо бессердечное что-то. Ну что ж, мое нежелание вводить новые процессы в этом месяце столкнулось с желанием наживы. Я обнаружила, что у меня есть в зеленой категории процесс с сердцами. И их прям много. Вот сердце. Вон в домике, еще в домике, в коте, вон еще, короче, сердец. И это, оказывается, не единственный мой процесс с сердцами. Есть еще в других категориях. Я почему-то была уверена, что у меня вообще такого нет. Но потом я, правда, быстро вспомнила, что у меня февральская девушка наверняка с сердцем, и она с сердцем. Но, в общем, оказалось, что и в зеленом процессе есть, в зеленой категории есть процесс с сердцами. А это значит, что все, что я вышью на этой работе, у меня будет умножено на 2. Я, кстати, не сказала, по-моему, да, что в «Ведьмочке» в предыдущий ход я вышла там 300 с небольшим. У меня сейчас что-то на счету 2700. Короче, из новостей. Другие участницы. Одна уже попала в тюрьму, а другой выпала карточка, где все скидывались ей по соточке. Поэтому у меня соточку вычли уже. Так что разорение сплошное. Вот. Значит, что я буду делать? Я буду шить вот эту работу, но я прям уж сильно так уходить в нее не планирую. У меня здесь что-то надо вот дошить желтым этим, еще какие-то вот дырки небольшие и бэкстич.
И я думаю, что как только я... Ну, в общем, сегодня вечерочек уже такой, не то чтобы совсем поздний, но 8 вечера. Я вроде никуда не собираюсь, только поужинать надо. И вот, что успею сегодня вышить, тем и отчитаюсь. Я думаю, что мы в первые дни так достаточно активно ходим, потом как-то немножечко угомонимся. И я думаю, что в следующих сериях будет поменьше ходов, зато будет побольше продвижения. А сейчас вот каждые 300-400 крестиков хочется делать новый ход. Вот. Поэтому пока вот так вот процесс выглядит. И через секундочку увидите, как я его продвинула. До чего доводит жадность, сейчас расскажу вам. Значит, вообще эта работа одна из тех работ, которая вообще не в приоритете на этот год. Не потому, что она мне не нравится или еще что-то, она мне очень нравится, но просто у меня их очень много, да, я их все люблю, и каким-то вот в этом году я дала предпочтение. Это были и мои предпочтения, и ваши голосования, и вот эта работа никуда не попала. Но я, значит, вышла на ней 779 крестиков. Ну, суммарно по марафону здесь было очень много бэкстича. Значит, решила я все-таки вышить, да, полностью этот сюжет центральный. Дальше уже будут какие-то другие сюжеты, и между ними, видите, есть немножечко просто вот бэкстича. Значит, к чему приводит жадность? Я очень хотела все эти 779 вчера до полуночи вышить, но в итоге не смогла. Наступила полночь, и я с чистым сердцем пошла спать, оставив там 100 с чем-то крестиков, но на самом деле там бэкстич оставался. Но пока я так торопилась и хотела успеть, надеялась, я ошиблась. Дело в том, привет вам от лифта, дело в том, что здесь вот я специально пришла к подоконнику, но все равно, наверное, не видно. Вот это вот у нас делается цветом 3799, наверное, вот так видно все-таки. А вот это, например, обычным черным. Здесь вот тоже, видите, иголка, она черная, а вот эта вот ниточка, она 37,99. И вот тут вот в пуговке тоже черная, 37,99. И то же самое должно было быть вот здесь вот в клубочках. Сами клубочки обрамляются черным, а ниточка 37,99. Но я что-то все черным зафигачила и заметила это сегодня только поутру. Ну, не стала переделывать. Вот от собаки тоже привет. Сегодня все привет передают. Хорошо, хоть мастер и ломастера сегодня не пришли. Вот, и здесь даже есть в этом сюжете целых два фруза. Один, второй. Вот, сюжет этот закончен в плане, опять-таки, центральный. Там еще много будет сюжетов помельче. 26,5% сейчас готово на этой работе. И вот я приумножила свои крестики 779 на 2. И там у меня уже суммарно больше 4000. То есть можно начать сюжет на 200. Но я пока не буду стартовать. Я буду дальше двигаться. Значит, мне добрые мои зрители сказали, а попробуй кубик кидать в пяльца, чтобы он никуда не улетал. И вот я стою сейчас на клетке, на вот этой, и буду кидать вот сюда, на всякий случай, чтобы ничего никуда не улетело. Посмотрим, что мне попадет. В любом случае, сейчас я вышивать не буду, но хотя бы примерно буду понимать, поделаю дела. Вот тут что-то собака разбушевалась. Вот. Все равно я кривовато кидаю, но тем не менее 5. Раз, два. Вам видно, вам не видно. Раз, два, три, 4, 5. Жабу. Значит, жабу я мешала до. Все, как всегда, до помешала. Давайте возьму сверху. Вышите 500 на белой основе. Получите 500. На белой основе. Это я буду вышивать, знаете что? Халапеньо. Принесу, покажу вам, как она выглядит. Так, вот так выглядит превью халапеньо. И я буду, соответственно, вот тут вот вышивать. Вот у меня тут запялено. Буду, значит, заполнять пропуски. Так, пропуски вот тут вот, ягодки доделывать.
вот здесь все. И, может быть, даже бэкстичем пройдусь. Посмотрим, что здесь на 500 крестиков у меня получится. Может быть, что-то и здесь. Все-таки здесь вот участок попроще, хотя я здесь ошибалась, но из-за сложения. Ну, посмотрим. В общем, 500 крестиков сделаю здесь и покажу вам. Ну что ж, казалось мне, что я справлюсь с этим заданием быстрее, но нет. Значит, действительно, участки были разной степени кропотливости. Но у меня были вот и в ягодках такие совсем прям уж одиночки. Были еще места для заполнения здесь, немного здесь. И потом мне казалось, что вот это я заполню и бэкстич. Но бэкстич тоже какой-то был весьма разрозненный. Например, вот у листочка вот эта вот пипочка делается вот тут буквально 2 стежка. В 2 клеточки одним цветом, прожилки другим цветом и еще 3 цветом. То есть, как бы, а вот эта вот пипочка, которая, да, я вам сказала, она больше здесь вообще нигде не используется, поэтому вот так вот было, но, тем не менее, я там 600 крестиков вышила, хотя мне все равно зачтется только 500, но мне хотелось обязательно закончить максимально бэкстич на этом участке, чтобы переместить пяльца. Давайте я, наверное, открою работу и покажу вам, как она сейчас выглядит полностью. Ну, вот так выглядит на данный момент работа. Почти 18% здесь готово. Мне, честно говоря, очень нравится, что получается. В процессе мне тоже нравится. Я не буду говорить, что она простая, но есть участки, конечно, попроще, есть посложнее, но мне очень-очень нравится, что получается. И еще раз повторюсь, что в процессе мне тоже нравится. Хотя она и не идет так быстро, как мне бы хотелось. Я тут примерно прикинула, посмотрела и поняла, что, конечно, до мая вышить до конца, ну, не нереально, реально, но не так-то просто будет. Поэтому гнать я себя насильно не хочу. Через силу работу эту вышивать не хочу. Поэтому посмотрим. Но если сейчас что-нибудь мне выпадет и можно будет взять эту работу, заявлю ее с большим, огромным удовольствием. Значит, я, когда буду брать эту работу снова, буду перемещаться вниз. Хочу дойти до нижнего угла. Здесь еще идти. Но вот план будет такой. Я думаю, что у меня, знаете, так бывает, не знаю, как у вас, когда перемещаешь работу на какой-то участок более пустой, какое-то новое дыхание, там, 2, 3, 5 появляется, потому что когда, вот, например, у меня сейчас было запялено вот здесь, я понимала, что здесь участки попроще, но я туда уже не дотягиваюсь, потому что они вот куда-то туда уходят. А те, которые у меня остаются, они все сложные, поэтому тяжело чередовать сложное и легкое. Ну, то есть я на каком-то этапе их чередовала, а потом осталось только сложное. А вот на новом участке как-то больше область, и можно уже выбирать из большего, и поэтому, наверное, появляется вот это второе дыхание. Значит, ниточки у меня здесь остаются. Это то, куда я не дотянула, чтобы не обрезать, а потом, когда я запялю туда, где они есть, я их и дошью. Ну и давайте, наверное, смотреть, бросать кубик. Значит, прежде чем я брошу кубик, хочу сказать следующее. Я читаю параллельно читаю комментарии к видео, которое вышло про монополию. Ну, много комментариев, что не поняли правила. Но я уж не буду второй раз объяснять, потому что если у меня с первого раза не получилось, либо поймете в процессе, либо, ну, не знаю. Вот. И еще был запрос на то, чтобы показывать других игроков. Значит, у меня их 27, и каждый раз выставлять на поле 27 участников, ну, вот я и еще 26, весьма проблематично. Пока они как бы погоды не делают, да, на поле, я их не выставляю, потому что, ну, есть у нас игрок вот где-то вот здесь находится, вот здесь, то есть уже многие прошли половину. Ну, как многие, не многие, несколько человек прошли половину. Там второй человек сегодня попал в тюрьму.
Ну, то есть какие-то истории я вам рассказываю. Когда с 1 февраля, я думаю, что это уже в следующей серии будет, когда с 1 февраля у нас будет арендная плата, и для меня будет важно, кто тут на каких клетках стоит, и если я там куда-то попаду, то я буду этому человеку выплачивать эту арендную плату, я буду, да, расставлять игроков впереди стоящих. Ну и так, в принципе, рассказывать, конечно же, я буду. И что еще хочу сказать, что вот сейчас получается, что я так достаточно интенсивно бросаю кубик, но хочется пояснить, что не всегда я, конечно, так вышиваю. У меня неделя очень такая свободная в плане и работы практически не было, выездной вообще не было, и личной жизни не было. Ну, Маргитус у меня в командировке, поэтому я предоставлена сама себе, и у меня больше времени, соответственно, да, кроме каких-то бытовых дел, там, уборки и так далее. А еще у нас, да, вот еще что хотела сказать. Пока не показываю вам город, потому что выхожу гулять чаще всего либо, в ночи. Потому что у нас опять пошла жара, уже несколько дней нет дождей, поэтому жарко, а на следующей неделе будет еще жарче. Даже если я выхожу либо по делам, либо вечером, когда уже не настолько жарко, поэтому ничего пока не снимаю. Вот такие новости. Давайте кидать кубик. Значит, я думала, что еще хотела сказать по игре. Я думала, что я могу. У нас 2 человека уже попали на шанс. В шансе можно начать любую новую работу в зависимости от того, что выпало на кубике. Если на кубике выпала там 4, да, то до 40 тысяч. Я подумала о том, что если я сейчас вдруг попаду на шанс, то я, наверное, тоже... обе девочки, которые попали на шанс, они отказались от старта. Я, пожалуй, тоже откажусь. Я, наверное, все-таки для себя... Я все время говорила, да, что мне нет предела для количества работ, но вот я сейчас что-то подумала и решила, что больше 100 работ я не хочу, что не закончу, тогда, может быть, и начну. Так, 4. На шанс я все равно не попала. 1, 2, 3. И вот я попала на желтенькое. И надо достать... Так, я сейчас тут из-за кулис... Ой, что-то у меня там упало. Так. Техническая неполадочка. У меня упали карточки с... Как раз с мультипликатором. Сейчас я их достану и вам покажу. Итак, пока не падали, они хорошенько перемешались, но я все равно достану из серединки, потому что я там кое-что видела. Итак, одежда. 4. Желтая категория. Одежда. Вот принесла я вам в желтой категории. Значит, даже не сильно выбирала. Решила все-таки заканчивать кота. Во-первых, он тут в шикарном одеянии. Вот вам одежда. Такой вот хэллоуинский наряд. Кстати, сердечки. Но это я все про предыдущий ход и думала, что у меня нет сердечка. Вот же. Значит, гольфики у него там будут еще у кота. Это, наверное, девочка, котиха, котесса, кошка. Вот, поэтому будет умножаться у меня здесь кредитки. Мне здесь что-то осталось 600-700, вместе с бэком совсем, поэтому я буду эту работу заканчивать. Я как раз хотела сегодня повышивать что-нибудь не тяжелое. В выходные я обычно, расслабляюсь, вышиваю что-нибудь легкое. В общем, закончу, принесу вам финиш и снова бросим кубик. А вот и мой котик. Смотрите, я закончила. У меня 3-й финиш. Я очень собой горжусь. На самом деле нет. Чем я таким не горжусь? Я здесь все что-то напутала. Сейчас расскажу. Я делала рамочку. У меня в пяльце не попадало идеально все, поэтому я вот тут как-то вот дошла до сюда, потом пяльцы переместила, потом вот тут вот опять перемещала. И когда я делала уже вот эту вот часть, вот эту вот доделала, и вот тут вот мне чуть-чуть оставалось, потому что я тут шла сверху, и вот где-то до сюда доделала, и мне надо было вот тут еще чуть-чуть загогулин сделать. И я поняла, что у меня тут вот не сходится. Кстати, сейчас свет
свет и цвет лучше передается, чем... Ну, дело к закату, поэтому не идеален цвет. Вот, и, значит, не сходится. Я, значит, искала. В общем, где-то тут я напортачила. И что-то у меня тут не туда пошло. Ну, я решила уж все прям совсем не переделывать. И переделала только вот эти крестики. То есть здесь... Я не помню. Ну, короче, я где-то все-таки ошибку нашла. И крестик должен был у меня начинаться на один полукрестик вперед, поэтому мне не сходилось, поэтому я тут, ну, короче, что-то придумала, так вот издалека, наверное, особо и незаметно, да, вот, ну, и подумала, что это того не стоит, потому что приходилось бы, по-моему, аж до сюда распускать, вот здесь, что ли, я напортачила, вот тут, не знаю, неважно. Вот, такой вот восхитительный котяра. Кошка-девочка с такими восхитительными усами. Такие тыквы. Значит, здесь еще будет 5 персонажей. Я пока старт покупать не буду, но очень хочу, конечно, их все вышить. Она большая, получается, работа. Значит, работа получается большая, вот моя ладонь, поскольку я здесь вышиваю на этамин, по-моему, мне сказала Ксюша, я опять забыла, ну, вроде да. И это 25-й каунт, поэтому они такие большие. Ребята будут, я пока не думала. Ну, то есть я думала, что я хочу во что-то прикладное, наверное, оформить, но пока не думала во что. Светить, наверное, чуть-чуточку местами светит, но нормально светит, да. Плюс в примитивах, когда светит, ну вот рыжий так смотришь, вроде и не светит. Если, конечно, вот так вот искать, то тут, конечно, да, фиолетовый там видно, но не до такой степени. В общем, все шикарно. Давайте дальше кидать кубик. Значит, я была вот на этой клетке на желтой, закончила, и давайте вот так, один. Угу. Понятно. Опять желтый. Ой, я даже не знаю, что брать там в желтом. Надо же вытянуть что-то. Так, сейчас я одной рукой что-то там вытягиваю. Что-то вот тут вот что-то я вытягиваю. Сейчас где-то издалека, чтобы не видно. Вот это, давайте вот это вот. Что это? Пейзаж. Желтый пейзаж. Но я сильно сомневаюсь, потому что желтые у меня прям совсем маленькие работы, до, по-моему, 5000 крестиков. Я очень сомневаюсь, что у меня в этих маленьких работах есть какой-нибудь пейзаж. Но сейчас посмотрим. Прям долго я думала, и вот что придумала. Не хотелось мне брать февральскую девушку в январе, но я ее уже брала, да, чтобы начать. И, в общем-то, из чего выбирала. У меня там есть один сюжет маленький, который можно было бы притянуть к пейзажу. У меня есть сборная игрушка фотоаппарат, и там как будто бы снимок такого пляжный пейзаж, такая там пальмочка, песочек, море. Можно было бы его взять и удваивать, но я решила, что не хочу я все-таки, как я уже говорила, вводить в игру новые процессы. Вернее, не в игру, а вот в этом месяце я уже вышивала 16 процессов, 17 уже доставать, может быть, еще какой-то придется. В общем, я решила, что вот лучше я февральскую девушку вышью минимальные 200 крестиков и снова брошу кубик, потому что мне бы, конечно, хотелось, чтобы мне выпало что-то, чтобы можно было взять, например, даму с горностаем или... Что еще я хочу пошить? Халапеньо хочется переставить. Драконов, наверное, все-таки не хочется, но если как бы выпадет темная основа или что-то такое, прям вот там повышивайте драконов, тогда да. А так все-таки дело к вечеру, по крайней мере, сегодня уже, и вышивать мне их вечером тяжело. Плюс я 2 вечера вышивала бэкстич, хотя бэкстич я тоже вечерами не очень люблю вышивать. В общем, возьму я девушку, пока не буду менять
пяльца, может быть, буквы пошью, может быть, тут еще листочки, в общем, 200 крестиков вышью и вернусь к вам быстренько. Ну вот у меня готовы 250 крестиков. У этой дамочки будет очень смешная челка. Вот, но пока мы видим одну косу. Ну, я почему-то представляю себе, что это косичка. Вот, дальше посмотрим, что там дальше будет. У нее сердечко будет в руках. И, видите, такое розоватое платьюшко. Я, кстати, забыла рассказать вам, что за эту работу, поскольку она была финишем, ну, она маленький финиш, поэтому за нее я получила там 500. И плюс двойная сумма за эти 600, там почти 50, что ли, крестиков. В общем, суммарно я сейчас накопила 6500, ну, округляя, да. Этого хватит на либо 2 таких старта, там 6 персонажей, да, и вот либо можно еще 2 подряд персонажа начать, либо, например, вот одну девочку и одного этого хэллоуинского персонажа. Но я пока ничего не буду начинать. Скоро узнаете, почему я ничего не буду начинать. Я буквально в каком-то, ну, не следующем, через несколько включений я вам покажу, что же я приобрела. Потому что, кажется, мои ткани, основы, что там еще, нитки, приехали из России. Вот, давайте я кину пока кубик, и мы посмотрим, что мне выпадет дальше. 3. 1, 2. И вот я на жабе. Давайте возьмем жабу. Так, хомяка убираем. Это тоже хомяк. Это тоже хомяк. А вот это жаба. Деньги, полученные за следующий ход, удваиваются. Это прекрасно. А какой же у нас следующий ход? Ну, конечно, конечно. Вот он. 5. Ой, как это мне повезло, что не арест. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, зеленая категория. И давайте что-нибудь отсюда я выберу из серединки, потому что светит, и я, конечно, не смотрю, но все равно могу увидеть. А так точно не умеешь. Насекомые. Помните, заставки у меня были. Значит, зеленая насекомые. Пойду смотреть, есть ли у меня насекомые в зеленых моих... в моих зеленых работах. И если есть, то они удвоятся, а потом еще удвоятся. Итак, хотела я уж было протащить вот этот сюжет Терезы Коут, потому что тут есть пауки. Но потом я подумала, что что-то меня терзают смутные сомнения, что пауки – это не насекомые. И действительно, пауки – это не насекомые. Поэтому возьму-ка я без насекомых. Как вы можете, наверное, догадаться, это золотое руно. Буду шить я дальше даму с горностаем. И раз уж у меня все равно удваиваются очки, я, наверное, повышиваю так приличненько. Ну, сейчас уже вечер. Поэтому я буду шить, пока не пойду спать. А вот в ближайшие дни на утро я буду брать драконов, а вечером, наверное, буду продолжать шить даму с горностаем. В общем, планирую шить, пока тошнить не начнет. Поэтому не знаю, через сколько дней я к вам вернусь, но я надеюсь, что вернусь с таким приличным прогрессом. Нет, может быть, мне, конечно, от коричневого дурно станет раньше, но, как я уже говорила, вне игры, да, не за очки, не за вот эти вот баллы, буду шить, отдыхать, скажем так, от коричневого, но и отдыхать от легкого сюжета на сложных драконах. В общем, не переключайтесь. У нас 10 утра, и даже как будто бы ветерочек есть. Уже 27 градусов. И в ближайшие дни нам обещают температуры там 35, 38, 39. Самое печальное в этом, когда ночью температура не опускается ниже 28 градусов. Соответственно, даже с утра будет жарче, чем сейчас. Вот, поэтому
пока у нас вроде последний день, когда прохладно, 31. Вот, так что я иду прогуляться и в магазин за овощами и фруктами, потому что в ближайшие дни я явно ничего готовить не планирую. Наш красивый и очень-очень шумный город. Мне подошел дяденька и сказал, что вообще эту синагогу почему-то нельзя снимать. Ну, допустим. Так что у меня тут эксклюзивный материал. Вот так вот. Слушайте, я тут изучаю витрину. И смотрите, сейчас я постараюсь максимально приблизить. Там написано DMC Made in Mexico. Что там такое? У меня тут половина по-английски, половина по-испански, но, в общем, сделано в Мексике. Почему это так? Давайте немного оторвемся от игры, потому что ко мне приехали покупочки. Во-первых, раз уж про покупочки, вы видели предыдущие кадры, я там ходила снова по своему любимому району и докупила вторую коробочку. Вторую коробочку я докупала... Сейчас объясню, что это для тех, кто не помнит. Вторую коробочку я докупала все равно с приключениями, потому что я прихожу, говорю, мне вот нужен такой-то цвет. Они мне говорят, ой, мне кажется, этого цвета нет. А я сначала зашла, говорю, у вас так и не завезли черное и белое? Говорит, не-не-не. И неизвестно, когда завезут. Я говорю, ну тогда вот только 924. Это мне на лонгдог. Я в прошлый раз купила... одну коробку с уверенностью, что 12 это мне хватит, а там нужно 19, почти 19. И я, значит, говорю, вот 924 мне нужно. Говорит, а закончился. Я так стою, думаю, дожили. Но, говорит, проверила по системе, нет, говорит, есть. Так что вот у меня 2 коробки 924-го, я их проверила, они действительно, по крайней мере, на мой взгляд, идентичны, не отличаются оттенки. Так что можно перевешивать то, что нужно, и вышивать. Значит, остальные покупки были из России. Итак, не хочет вылезать. Девушка, которая летала, сказала мне, что возьмет полкило максимум. И я... я знала, что я хочу, и бегала, значит, с весами, взвешивала свои тряпочки, чтобы понять примерно, сколько это полкило. Вот я сейчас вам покажу полкило счастья. Я, кстати, не взвесила вот этот финальный пакетик, но я спросила у Кати, которая мне это все везла, как там по весу. Она сказала, все идеально, как ты сказала. Значит, моя главная покупка это материалы на азбуку осенней ночи от Совиного леса. В общем-то, ради этого всего я и покупала. Я сначала думала, что, возможно, когда я купила схему, она мне настолько понравилась, что мне хотелось ее прям вот сразу начинать. И я всячески пыталась подобрать что-то из уже имеющихся моих тканей на эту работу, но поскольку она очень большая, размеры там нестандартные 50 на 70. Вот этот вот кусок больше, чем 70. Я не помню, сколько он. 80, не помню. Это 32 каунт. Мельче каунт у меня не было точно таких размеров. Больше каунт я не хотела увеличивать, да, на 28. А 32-го расцветки, в общем, у меня был белый. Можно было бы самой покрасить, но что-то вот никак. Я покажу вам приближенные кадры этой основы. Это в итоге я купила рекомендуемую основу от самого Совиного леса. Там, да, разорилась. Она приходит уже вот обметанная. Прекрасно можно брать и начинать. Я там посмотрела, поскольку, видимо, она тоже ручного окрашивания. У нее есть, значит,
немножечко по краям поярче рисуночек вот этот, да, мраморный, чем в середине. И с какой-то одной стороны эта яркость гораздо сильнее, а с другой стороны как-то она поравномернее. В общем, я буду выбирать, на какой стороне мне вышивать. Ну, ткань очень-очень красивая. И, в общем-то, я не пожалела, что потратила большие деньги. Я не помню, сколько стоил этот отрез. По-моему, 2 или 2 с чем-то. Дальше. И ниточки я все-таки купила. Я сначала думала, что, может быть, какими-то подобрать или вышить частично даже без перехода цвета. Значит, я покупала... В этот раз я что-то разорилась на DMC. Я раньше покупала на пробу. В общем, свою самую первую закупку я купила у них ПНК на лам. И на Кота Баюна, и на Змея Горыныча я взяла DMC. Причем взяла побольше из расчета, что остатка мне хватит на Ребукит. Их я еще не начинала, поэтому DMC от Совиного леса я еще пока так и не вышивала. Потому что на Бабу Ягу я уже брала ПНК. На что еще у меня есть? Команду Нового года я брала ПНК, на гномов я брала ПНК, гном тоже пока не начаты. В общем, обычно я брала ПНК, потому что я попробовала лам и сказала, что, в общем-то, не вижу ничего такого плохого в ПНК. А вот Бабу Ягу я когда вышивала, мне уже ПНК показались гораздо суше, менее приятными, ложились как-то не очень, поэтому вот в этот раз я решила разориться, как я уже говорила, на DMC. Значит, я покупала для 32-го аккаунта, да, потому что буду шить на 32-м аккаунте в 2 нити, поэтому вот мешочек тут такой достаточно большой. Вот такая вот красота. Дальше я думала купить, мне подарили в прошлом году на день рождения 3 схемы, 3 панельки, это название я их не помню, поэтому я буду читать. Лунный олень, хранители дивного сада и звездный дракон. Именно на эти 3 панельки я и думала, что нужно закупить материалы. Ситуация в том, что рекомендуемая основа для этих работ это платиновые... Ой, я не помню, что они рекомендуют. Лен 32-го аккаунта. В общем, что-то там в оттенке платина. Проблема в том, что на Совином лесе не было, у Совиного леса не было этой основы. И я смотрела еще в шелковой нити, и там тоже платины не было. Поэтому с основой сейчас расскажу, будет беда. Но я решила, что я буду вышивать все равно в 40-м аккаунте в одну нить, потому что иначе они огромные. И, в общем-то, зачем? И я все купила на аккаунт 40-й в одну нить. Получилось очень бедненько на, да, вот этот вот яркий цвет. То есть в Звездном драконе вот такие цвета, видите, только один моточек красного. В Лунном олене вот так вот бедненько с одним моточком сиреневого. Ну вот в хранителях чуть получше, тут 2 моточка синенького. Я пока еще, я, естественно, рассматривала вчера, когда получила, и вот тут вот такой сероватый оттенок вроде у всех похож, а с зелеными тут какая-то интересная штука, потому что вот в 2 работах и этот зеленый побледнее, а в другой работе зеленый поярче. Причем мне все время казалось, что вот прям совсем-совсем из одной серии это лунные олени, звездный дракон, а хранители, они как бы немножечко другие. Они по схеме немного другие, и по цветам, мне кажется, вот в хранителях 1, 2, 3, 4 цвета. А, нет, тут тоже 4 цвета. Ладно, ничего не говорю, везде 4 цвета. Вот, ну, короче, они мне казались немножечко другими. Названия, да, другое. Тут вот лунный олень, звездный дракон, там прилагательное существительное. А тут хранители дивного сада, а не там веселые единороги. То есть, но при этом, вот да, нитки отличаются. Хотя нет, вы знаете, вот яркий зеленый это как раз на звездном драконе и на лунном олене. А здесь что? Ну, может быть, короче.
Короче, этим надо заняться и изучить, что здесь произошло, потому что что-то тут произошло. В любом случае, они мне все три нравятся. Вряд ли я буду их первым начинать, потому что так у меня и осталась небольшая беда с основой. Что за беда с основой? Поняв, что нету платины, я решила, что надо брать, что есть. И выбрала. У меня есть образцы равномерок. И я выбирала в Ньюкасле, какие цвета мне кажутся ничего подходящими. Выбрала несколько цветов и уже из этих цветов смотрела, что есть, чего нет на шелковой нити. И поняла, что большинство из того, что мне нравится, нет на шелковой нити. В итоге я взяла, по-моему, это называется лунное серебро, что-то такое, 7011 цвет. Давайте я достану. Я на нем уже вышивала, но, по-моему, на Эдинбурге. Он такой, не знаю, белый, но не белый. Очень сложно понять, описать цвет. Он, конечно, не похож на платину, но он более холодный, что ли. Платина все-таки потеплее, а этот более холодный цвет. Он такой бело-серо... 762, может, похож на 762 в DMC. Ну, в общем, вот такой цвет. И я еще думала, ну, это всем известный, 52-й, просто оттенок обычный льна. Потому что я подумала, что, во-первых, цвет достаточно универсальный. Если я вдруг не захочу его брать на вот этих вот хранителей, я приспособлю его на что-то другое. Никогда не вышивала на 40-м каунте, но, в принципе, я вот на него смотрю, ну, мелко, да, но не то, чтобы я прям совсем не справлюсь. Вот на льне, на льне льняном кажется, что ситуация похуже. На вот светлом получше видно. Ну и вообще, я так на них смотрю, наверное, все-таки будет интереснее смотреться на вот этом светлом оттенке. Но, как вы видите, я его купила один. Из серии хотя бы одну панельку вышью, потом докуплю другое. Я не думаю, что исчезнет этот цвет. И в любом случае, поскольку я уже говорила, что мне кажется, что два других... олени и драконы, они немножечко отличаются от единорогов. В принципе, можно начать с единорогов и на оленей и дракона. Потом, если вдруг я этот цвет не смогу добыть, купить основу какого-то близкого, но немножечко другого цвета на эти две панельки. И будет две панельки в одном стиле, а другая немножечко по всем параметрам отличаться. Вот. А этот кусок Ньюкасла я уж точно найду, куда применить, потому что в последнее время мне нравятся различные примитивы, и вот примитивчик на мелком в одну нить, да, прекрасно все будет. И это большой отрез, 50 на 70, у Ньюкасла тоже того светлого 50 на 70. В общем, это тоже одна из причин, почему я брала именно 40-й каунт, потому что... это вот прям впритык. Ну, то есть 50 там много по ширине будет воздуха, а 70 это, ну как, не то, что прям впритык без полей, но вот аккурат с такими нормальными, но не то, что с запасом. А если бы я брала, например, даже 36-й каунт, то мне 70 бы не хватило. Поэтому вот как бы без вариантов. В любом случае, как я вам уже говорила, я не думаю, что я прямо сейчас... Прямо сейчас я ничего не собираюсь начинать, но больше, если вот надо с чего-то прям начинать, я, наверное, больше на данный момент горю осенней вот этой вот азбукой осенней ночи. Что еще я купила? Я купила просто ниточки, черный с переходом, какой он там, седая ночь, потому что в последнее время мне нравится достаточно большое количество различных сэмплеров, иностранных, да, вот, например, хэллоуинский сэмплер от Терезы Коут, там черный с переходом цвета. У DMC
нет, по крайней мере, у нас в Аргентине нет в продаже аналога чего-то похожего. Там есть черный с переходом, но там переход практически в белый, очень холодный оттенок. Вот даже если эти белые убрать, то есть переход там в серый, но в серый холодный, здесь все-таки такая коричневизна. Мне кажется, это более подходящее, а та нитка совсем не подходит. А я вот сама еще не то чтобы не научилась, я один раз попробовала, не получилось, я поняла свою ошибку, но, в общем-то, второй раз пока еще не пробовала, хотя идеи-то, в общем-то, у меня есть. Но взяла вот 5 моточков, преимущественно на вот этот вот сэмплер, но вообще в хозяйстве пригодится. Дальше. На самом деле у меня этого цвета, как вы видите, много еще и в азбуке. То есть я буду спокойна, что вдруг мне там что-нибудь не хватит, вдруг что-то ошибусь, у меня есть запасные. Ну, а если я буду аккуратно и экономно вышивать, то вот мне даже, может быть, хватит, буду использовать в каких-то других дизайнах. Иногда это очень-очень нужно. Еще я брала ниточки, и, собственно, идея брать и из совиного леса, и из шелковой нити у меня возникла преимущественно из-за ниточек, потому что я думала, что ну вот возьму нитки на этих хранителей, там оленей, драконов, а основу как-нибудь в другой раз, может быть там из Америки, может быть с другим человеком, когда появится платина, например, или еще что-то. Но есть один сюжет, на который я хотела начать, отрезала уже на него ткань и очень хотела начать, хэллоуинский тоже. И там нужны были вот эти вот чудесные ниточки от DMC с блесточками и туаль. Значит, вообще мне нужна была черная, но я купила 37,99, потому что в момент, когда я выбирала, они еще были, а когда заказывала, черный уже исчез. Ну вот, по схеме там черный, ну заменю на 37,99. Посмотрю, мне кажется, ничего такого критичного не случится. Вот, и это на ту схему, которую я хочу начать, но еще не начала. Буду в Монополии покупать за деньги. И еще взяла, ну, чтобы было, икру и 415. Белого, естественно, тоже не было. Черного не было, белого не было. Я никогда не шила этими нитками и не видела эти ниточки у нас в продаже. И, кстати, вот, по-моему, на кусочке, который я записывала из моего любимого района, там лежали какие-то нитки, которые мне даже сначала показались, что это нитки туаль, потому что там тоже какой-то цвет, а в нем какие-то блесточки. Но они были другие. Вот сейчас я, когда смотрю на эти, я понимаю, что это либо подделка, либо другая марка, либо просто что-то другое, может быть, какая-то другая нитка. Вот. И еще одну основу я взяла. Я рассказывала, что у меня был очень желанный старт, который я хотела сделать в январе. И подбирала я там основу, выбрала турецкую равномерку, но и цвет мне не сходился, и по размерам было очень-очень впритык. И когда я поняла, что у меня будет возможность заказать, я решила заказать. Заказала я вот такой оттенок, и это номер 4094. По-моему, это персик, и, по-моему, он есть в разных размерах. По-моему, такой есть и у Линды, и у Бритни, но я взяла Мурана. Взяла я Мурана, во-первых, ну, чтобы немножечко уменьшить размер и денег сэкономить. Нет, ну, на самом деле, просто я подумала, зачем мне такое огромное, а так, в общем-то, уместилось бы на 40-50 я взяла. И, значит, сюжет вы уже посмотрели на превью. Вот такие у меня были покупочки. Значит, что получается у нас? 4 отреза. 50 на 70, давайте считать все, потому что вот этот 40 на 50, а на осеннюю ночь он побольше. Он там где-то, наверное, 50 на 80, ну что-то такое. В общем, 4 отреза ткани, 3 маленьких наборчика ниток, еще нитки, еще и туалевские нитки, 5 моточков, и вот такой огромный набор тоже ниток от совиного леса. Вот это вот все весит полкило.
Ну что ж, прошло несколько дней, прошли выходные, и вот у меня здесь, может быть, это и не очень заметно, но появилось 700 с лишним крестиков. Не очень много, но выходные у меня всегда выходные, вышиваю я в выходные меньше. Прекрасно идет эта работа, несмотря на обилие коричневого, мне все нравится. Ну и поскольку рассматривать здесь особо нечего, будем крутить колесо, будем кидать кубик. Значит, дело в том, что я сначала думала, что, может быть, еще пошить эту работу, раз уж я не так много вышила, и плюс очки у меня здесь удваивались на этой работе, но потом подумала, что до конца января остается немного, а мне хотелось бы пошить халапеньо. Халапеньо у меня вот в этой сине-голубой категории, и есть шанс, что вот я куда-то сюда попаду, и тогда ее повышиваю. Но если я попаду, например, на фиолетовое, то тоже хорошо, потому что я тогда повышиваю драконов. Значит, давайте кинем кубик и посмотрим, что же мне выпадет. Если не выпадет то, что я хочу, ну, посмотрим, что будет. 3. Раз, два, смотрите, аккурат синенькая. Но мы посмотрим еще мультипликатор. Вдруг тут мне что-нибудь попадется. Я перестала брать сверху, потому что там спойлеры видны. Беру из серединки. Сказочные персонажи. Халапеньо — это сказочный персонаж. Ну, пойду сейчас спрошу у публики, что они считают, сказочный это персонаж или не сказочный. Я считаю, что не сказочный, потому что сказку с вот этой конкретной женщиной я не знаю. Поэтому я думаю, что без мультипликатора очки не будут удваиваться, но халапеньо я вам сейчас принесу, покажу, как она выглядит, и посмотрим, куда я дальше буду шить. Итак, моя халапеньо на данный момент выглядит вот так. Я планирую двигаться вниз. Я вообще хотела в этом месяце, в январе, вышить здесь 7000. Вышло пока только 4. У меня, конечно, есть 3 дня, но 3000 за 3 дня я себе такую цель ставить не буду. Посмотрим. Смогу вышить максимально близкое к 3000, хорошо. Нет, так нет. Возможно, я буду чередовать все-таки с чем-то. Я не уверена, что я буду только ее шить. Но постараюсь приблизиться вот к 7000, но посмотрим, как дело пойдет. На драконах, например, я планировала в этом месяце 4000, вышла 3. Ну, тоже хорошо, но, может быть, все-таки возьму на утро драконов, все-таки повышиваю хоть чуть-чуть, хоть как-то приближусь к 4000. В общем-то, остается там не так-то много. Но, значит, по поводу этой работы. Я планирую смещаться максимально вниз и двигаться, да, к нижнему углу. И вот думаю брать, запяливать в нурге, как это всегда у меня было на этой работе, или тоже в нурге, но прямоугольные. Пока не знаю, но я думаю, что в следующем кадре я вам покажу уже и продвижение, и как я там все-таки организовала свою работу. Буквально 3 дня и 3 ночи вышивала я эту работу, и вышла почти 1500 крестиков. Значит, я сделала уже стволы своим деревьям, да, вот они тут появились, и опустилась вниз по дереву, уже какие-то там поля
вырисовываются. В общем, двигаюсь вниз. Этот участок достаточно комфортно идет. Наверное, самое сложное здесь это вот эти одиночные, не одиночные, как это, шахматка, да, в дереве. Она в 2 нити выполняется, все остальное здесь вокруг это фон в 1 нить, и в целом он достаточно такой протяженный, скажем так. Не то чтобы я всю ниточку расходую, но вот, например, вот, да, это все одним цветом, таким вот розоватым, видите, тоже пошила. Что-то пересекается, вот здесь было и вот здесь было. Ну, в целом достаточно простой участок, поэтому вот 1500 я вышла. Конечно, не дошла я до 7000 задуманных, но максимально к ним приблизилась, и, в общем-то, достаточно, ну, как, не максимально, конечно, да, там, не 600, не 6900, но все-таки я довольна результатом, хоть он и не тот, на который я рассчитывала. Работа мне очень нравится, а это самое главное, я считаю. Вот, собственно, все, что касается хода. Давайте мы на этом временно с ходами прервемся, но пока не переключайтесь, хочу рассказать вам немножко про итоги января и небольшое такое рефлексия по поводу первой недели игры. Друзья мои, пламенный, жаркий, огненный привет! Из Буэнос-Айреса. У нас 40 градусов, поэтому я быстренько вам сейчас все расскажу. Что я хочу рассказать? Я хочу очень кратко подвести итоги января и подвести итоги первой недели монополии. Значит, первая неделя у нас была, конечно, все-таки такая более тестирующая. Мы и сами пробовали ходы делать в новинку, что-то интересно. Сначала все разогнались, в конце, да, мне казалось, что я прям очень быстро иду, но вот в итоге за неделю я не прошла круг. И что еще хотела сказать? Значит, кто-то круг прошел, многие уже в тюрьме посидели, там она прям у нас переполнена. Надо новую строить. Шучу. Значит, разные были ситуации у всех. Я, значит, еще раз именно про себя. За неделю я не успела пройти полностью круг и не накопила даже 10 тысяч. А на старты, которые я вам чуть ранее показывала, да, например, на азбуку осенней ночи, которая у меня прям такая самая желанная, наверное, нужно накопить, по-моему, 70 тысяч. А вот, например, та, которая на персиковой основе, да, тоже там примитивчик такой кемпинговский, там, по-моему, 60. Может, поменьше. Ну, может, 40. Но в любом случае, видите, за месяц я, наверное, едва ли буду собирать 40 тысяч. Поэтому, как бы, это все с учетом того, что мне достаточно везло, я не сидела в тюрьме, потому что в тюрьме все отшивается без каких-либо баллов, я не попадала на какие-то клетки, где там какие-нибудь налоги сдираются, то есть, в общем-то, и даже мне попадались удвоения. И опять-таки вышивала я не могу сказать, что мало. Не то, что прям гипер много, но нормально в своем ритме вышивала. Вот, значит, это вот так вот. С 1 февраля, а со следующей серии, значит, у нас начнет действовать арендная плата, то есть, если ты приходишь на какую-то клетку уже кем-то занятую ранее, надо будет этому человеку отстегивать деньги. Поэтому немножечко, наверное, тоже расклад поменяется. Может быть, этим человеком, сборщиком налогов буду я, а может быть и наоборот, может быть, буду отдавать. Посмотрим. Но я думаю, что какую-то новую немного динамику в игру внесет. Посмотрим, от этого будем мы двигаться быстрее или наоборот сидеть и не рыпаться на своих клетках. Так, про краткие итоги именно января. У меня было 13 стартов. Я не буду их все сейчас показывать, потому что и так показывала в предыдущих сериях много. Все 13 стартов были в радость, были желанные, все классные. И пока
Ну вот, я показала, да, то, что недавно пришло, «Совиный лес» там, и так далее, другие материалы. Да, это все очень желанно, это все хочется начинать прямо сейчас, но я спокойно, конечно, подожду, заработаю денег и так далее, кредит пока брать не буду, потому что в целом я настартовалась и немножечко даже устала от стартов. И я, наверное, для себя поняла, что вот 100 – это мой порог такой, хватит, 100 процессов вполне себе, дальше это уже катастрофа. Ну и поскольку, ладно, не катастрофа, конечно, но вот для себя я лимит какой-то выбрала. Значит, и на данный момент у меня 99 процессов, потому что я завершила несколько работ. Значит, какие работы я завершила? По-моему, первым моим финишем была вот эта вот девушка январская. Я собираюсь, вот как в прошлом году я вышивала по одному в месяц овечек я вышивала, теперь у меня будут девушки. У меня уже стартанула февральская девушка, а вот январская закончилась, пока не оформляла. Вторым финишем была «Без корню от совиного леса», да, как вы понимаете, меня понесло на совиный лес, и очень мне понравилось, по бесплатной схеме я вышивала, тем, чем было. Это не материал от совиного леса, это вот что нашла у себя, добавила бисерочек по краю, который был, основа восхитительная у меня Лугана в блесточку. В общем, все чудесно. Вот такие снеговики получились. Это второй финиш, да еще и оформленный. И третий финиш у меня случился уже в игре. Вот такой вот восхитительный хэллоуинский катанище получился у меня. Дорогие друзья, технические неполадки. Значит, я уже все начала убирать в полной уверенности, что все нормально, все я вам рассказала, все записалось. А оказалось-то, что все не так. Значит, я, естественно, не помню, что я там рассказывала, но я посмотрела примерно, что я рассказала и где я остановилась. И остановилась я на том, что вот у меня случился третий финиш. Третий финиш у меня случился уже в игре. Это небольшая работа. Вообще здесь 6 персонажей, но поскольку я их вышиваю каждого на отдельном куски основы, то я их буду все считать отдельно. Соответственно, у меня, вот видите, 3 финиша, и все 3 финиша получились у меня по работам, которые я и стартовала в январе. На энтузиазме, да, новые старты, новые финиши. В феврале будет немножечко иначе, но об этом мы поговорим в следующей серии. Примерно за месяц я вышила там чуть более 22 тысяч крестиков. Это не самый мой предел возможного, но это достаточно много. Все это объясняется тем, что в январе у меня маркетс в командировке, я, вот видите, его стул отжала. И, соответственно, достаточно много вышиваю, пока я одна. Вроде больше я вам ничего не рассказывала такого, но если я даже что-то забыла, значит, наверное, если я это вспомню, я вам расскажу это уже в следующих сериях. А на данный момент я буду с вами прощаться. Еще раз горячий привет, особенно тем, кто живет в холодных зонах и устал от снега. Я буду с вами прощаться. Мы увидимся в следующей серии. Там начнется новый этап игры в Монополию. Я вас буду очень ждать. Пока.